Здравствуйте, друзья! Иллюминаты управляют миром. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Автор Александр Гробовой. Кто такие иллюминаты? Общество, знаки и тайны. Кто же такие иллюминаты? Их секта начала свое восхождение еще во II веке. Кучка жрецов среди греческой невероятной природы стала поклоняться жестокой и мстительной богине Кибеле. Именно с подачи верховного жреца культ получил такое название. Почитатели богини проводили кровавые обряды, особенно садистские во время приема новых участников секты. Храмовые жрецы доводили себя до исступления и наносили глубокие порезы острыми кинжалами. А неофит должен был оскопить себя во имя вхождения в новую жизнь. От всех ритуалов веет мистикой и кровью. Кто они такие? Они считали себя просвещенными, ведь их тайные познания были окутаны флером тайн и мистики, что стало причиной появления легенд. Некоторые из верующих людей пришли к выводу: если человек в прошлых рождениях служил культу иллюминатов, то должен все следующие воплощения искупать злодеяния, которые совершил в бытие иллюминатом. По скрытым данным, тайная организация процветает уже более 2000 лет. Они меняли облик и функционировали в различных странах, но сохранили первоначальное название иллюминаты. 7 иллюминатов прошли наивысшую степень посвящения. И еще до появления их на свет для них выбирают женщину, которая будет для них матерью. Для иллюминатов, имеющих низшие степени посвященности, избирали особенно умных и развитых детей, но с отсутствием совести и сострадания. Члены ордена четко исполняют приказы и знают свое направление деятельности. Но если они сойдут с пути, то немедленно умрут. Каждый иллюминат считает себя непревзойденным и исключительным. Члены общества манипулируют правительствами стран и создают правила жизни для людей. Благодаря им разгораются международные конфликты и кризисы, приводящие к краху огромных держав. Иллюминатам незнакомо чувство жалости, сострадания, почтения. Они призваны господствовать над людьми. Они никому не доверяют, расчетливы, скрупулезны, жестоки и бессердечные. Фанатики предлагают одаренным людям материальные блага, чтобы использовать их изобретения в различных сферах деятельности. Существует еще одно более фантастическое утверждение, что Орден Иллюминатов появился 6000 лет назад. Эта история озвучена в масонской легенде, утверждающей, что именно на заре человечества инопланетные сущности преподнесли шумерам книгу власти, высеченную на камне. Немного позднее ее переписали египтяне на папирусы, чтобы скрыть от глаз непосвященных. Кто такие иллюминаты? По другой версии, они появились во времена Средневековья. Тайный орден покровительствовал известным ученым, противостоящим инквизиции. Приписывают членство в организации таким гениальным ученым: Галилео Галилею, Леонардо да Винчи, Исааку Ньютону, Николаю Копернику. Была проведена параллель между учеными Средневековья и античности. Вроде еще издревле орден собирал под свое крыло древнегреческих ученых и философов. Рождение общества иллюминатов. Зародилось новое общество иллюминатов во Франции в 1722 году. Его основателем считают предприимчивого профессора права Адама Вейсгаупта. Он лишился отца в юном возрасте, поэтому получил первое образование среди стен иезуитской гимназии. Он рано столкнулся с невежеством и жестокостью учителей иезуитов. Поэтому у него сформировалось отвращение к постулатам веры. В 15-летнем возрасте он поступает в Ингольштадтский университет, где тоже процветает догматизм и безграмотность. Адам блестяще защитил докторское звание, а в скорости стал профессором права в Альма-Матер. Его попытки разобраться в церковных истинах приводят его в общество масонов.
Молодого ученого посвятили в члены ложи строгого послушания. За 2 года он стремительно проходит все существующие степени посвящения, но они уже кажутся ему пустыми и бессмысленными. Вейсгаупт решает создать свое тайное общество. Он ставит первоочередной задачей установление на Земле Золотого века путем бескровной революции. Адам горячо ненавидел своих учителей и иезуитов, но перенял их дисциплинарные и тактические уловки. Ему нравилось умение наставников использовать огромный арсенал средств для получения задуманного. Поэтому он считал, что достижение высшей цели оправдывает потраченные средства. Чистолюбивый профессор решил создать общество по переустройству мира, благодаря влиянию иезуитской школы вкупе с постулатами масонских лож. Вейсгаупт считал, что членами нового общества должны становиться предприимчивые и активные люди. Он проповедовал: «Займитесь поисками богатых и знатных. Идеальным новообращенным будет общительный и ловкий человек, но еще лучше, если он окажется знатным и влиятельным». Количество членов ордена вскоре насчитывало 2000 человек. Организация функционировала до 1786 года, а после приказа Курфюста была распущена. Полицейские сделали обыски в домах, где проживали представители верхушки. Нашлась кипа бумаг, подтверждающих, что существование иллюминатов спонсировалось кланом Ротшильдов. Тайны Ордена Иллюминатов. Орден Иллюминатов, несмотря ни на что, продолжал тайно существовать. Теперь общество превратилось в закрытый клуб олигархов, связанных между собой финансовыми выгодами и деловыми контрактами. Олигархи имеют строгое распределение по иерархической лестнице, поэтому каждый контролирует свой участок власти. Богачи дергают за ниточки во всех областях политической и экономической деятельности человечества. Члены элитарного клуба находятся на высочайших должностях, а в нынешнее время они называют себя «Победный ветер Мораи». Кто такие иллюминаты? Еще их называют «черной знатью», ведь только они диктуют свои условия и правила действия для мировых правительств. Их родословная теряется в глубине веков и насчитывает тысячелетия. Они очень щепетильны в вопросах крови, поэтому из поколения в поколение заботятся о ее чистоте. Власть иллюминатов держится не только на богатстве и власти, но и на тайных познаниях. Они владеют нефтяным бизнесом, всемирными банками, торговыми производствами и организациями. Треугольник. Треугольник иллюминатов обозначает власть и единение. Его часто изображают в виде пирамиды, повсеместно встречающейся на долларах, зданиях, на логотипах и даже в фильмах. Пирамида является символом иерархии, которая находится во Вселенной. Символ помогает переходить от самого низкого плана раздробленности и слабости до высочайшего плана единения. По легенде, форма пирамиды была избрана не случайно. Лучи фигуры сходятся на вершине в одну точку. Это значит единство для человечества. Пирамида имеет 13 ступенек, а вверху находится всевидящий глаз. Общество состоит из 13 степеней посвящения, что можно наглядно увидеть на 13 ступенях пирамиды на долларовых купюрах. Символ общества. Символ иллюминатов видел каждый. На долларе США находится большая печать пирамида, а над ней в треугольнике нарисован глаз. Пирамида является оккультной эмблемой, обозначающей единение, стремление достичь световой гармонии. Большая печать знаменует перемены и познание сути или нового мирового порядка. Под фигурой начертано «Novus Ordo Secularum» или «Новый секулярный порядок». Глаз, заключенный в треугольник, это сияющая дельта, которая призывает к просвещению и постоянным изменениям. Пентаграмма или звезда – знак ООН, звезда Давида, основание герба СССР полностью повторяют знаки ордена.
Корни фигуры из Древнего Египта, где поклонялись божеству Солнца. А если разобраться в самих истоках, то во главе магического знака находится поклонение Люциферу. Понятие «иллюминаты» означает «просвещенные», а конкретнее связано со светом. А Люцифер является его ангелом. На печати прорисован белоголовый орлан, держащий в одной лапе ветку оливы, а в другой 13 стрел. В клюве орлана находится свиток, где начертан слоган «Единое». Над головой у птицы нарисованы 13 звезд. 13 – это и количество ступеней посвящения в орден иллюминатов. Число сатаны или цифра из иудейской каббалы. Знаки приверженцев общества. Знаки рангов посвящения – ромб, пирамида, глаз в треугольнике или пирамиде. Пирамида обозначает властную структуру, когда во главе мира стоит группа избранных. Символ усиливается, если глаз парит над незавершенной пирамидой, тогда означает всевидящее око. Также используют перевернутый треугольник. Знак 3 шестерок обозначает число зверя. Его применяют как клятву на верность сатане. Когда число изображено перед глазом, оно обозначает глаз Люцифера. Знак рога дьявола – выражение любви к сатане. Исследователи считают, что это триггер для гипноза, которым пользовались при программировании на послушание рабов. Знак иллюминатов «Всевидящее око» обозначает служение и верность сатане и иллюминатам. Карточное воплощение. В 2013 году была издана колода карт иллюминатов Таро. Она яркая и запоминающаяся. Колода – дело рук художника Эрика К. Данна. По версии автора, Таро иллюминатов призывает человека к познанию и открытию врат в фантастический мир. Сюжеты арканов очень тщательно прорисованы, с вниманием к мелким деталям, хотя краски использованы самые броские. Сначала такое соотношение утомляет, но после привыкания к стилю Таро иллюминатов вызывает восхищение мастерством художника. Дан выделяет структуры старших арканов через призму воплощения божественного сияния, что на рисунках изображается в виде солнца, света месяца и блеска звезд. Младшие арканы изображены в различных костюмах. Жезлы изображают персидскую культуру с палящим солнцем и необозримыми просторами. Мечи показаны в относительной строгости елизаветинской эпохи с мрачным небом и горными склонами. Кубки – это феерическое фэнтези с водопадами, озерами и фонтанами. Пентакли познакомят с экзотикой Дальнего Востока. Карточная игра. Еще в 1995 году появилась карточная игра «Иллюминаты», которая стала знаменитой после падения башен-близнецов. А именно такое изображение есть на одной из карт. Прошло время, а события повторяют картинки на колоде. Самих карт в колоде больше, чем 500. Они разделяются на 3 группы – действия или события, личности или группы и 9 карт иллюминатов. Все наслышаны о таинственной организации «Союз 9 неизвестных», правящих миром с древнейших времен. Согласно легенде, все знания, доставшиеся человечеству от древних цивилизаций, описаны в 9 книгах. Каждую из них бережет свой хранитель. Тайны иллюминатов. Доходит множество слухов об иллюминатах, от вымысла до правды. Что здесь правда, знают только члены общества. А нам стоит только догадываться. Некоторые утверждают, что иллюминаты в сговоре с инопланетянами. Они проводят незаконные эксперименты над людьми, скрывают от общества важные знания и сведения. Есть фантастические предположения о подземных базах, которые контролируют рептилоидные существа. Если иллюминаты тайно оккупировали власть, то они обладают достаточными средствами, чтобы скрывать и вуалировать свои тайны. Основные постулаты. Свои постулаты иллюминаты четко обозначили в книге «Новый завет сатаны». На главном месте в искусстве манипулирования человеческим сознанием стоит захват общественного мнения. Необходимо насаждать раздоры и сомнения, сеять непонимание и противоречия между людьми.
Такой тонкий процесс должен привести к потере собственного мнения. Тогда народы решат в политических вопросах положиться на иллюминатов. Пресса должна подогревать интерес к неспособности действующей власти принимать правильные решения. Поэтому возрастет народное недовольство. Вторым таинством считается возведение на первостепенное место человеческой слабости, ошибок и привычек, до такого состояния, когда люди перестанут находить компромиссы. Необходимо победить силу отдельной личности. Именно она представляет опасность. Если она насыщена творческой энергией, то возвысится больше, чем миллион безвольных людей. Через ненависть, зависть, голод, лишения, войны, разрухи и распространение болезней абсолютно все народности должны прийти к выводу, что нет другого выхода, как отдастся во власть иллюминатов. Тайный заговор иллюминатов. Целью заговорщиков является насаждение нового мирового порядка или объединение мировых государств под началом единого правительства. Оно должно контролировать всю планету. При этом будут ликвидированы нравственные, религиозные, государственные и национальные границы. Контролирование людей будет проводиться путем внедрения микрочипа. Доктрина гласит о достижении золотого миллиарда. По его канонам население уменьшит до численности в 1 миллиард. Общество в России. Есть ли иллюминаты в России? Да, на территории нашей страны тоже находятся их общества. Задачей иллюминатов является достижение на Земле единения и равенства, которые подарят людям свет. Когда они будут этого достигать, неизвестно. Все покрыто тайной. Возможно, только посвященным открывается истина, а для обычных смертных она находится за 7 замками. Автор Александр Гробовой. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.